что, с ума сошли, что ли? Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Деньги вернут. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Вы хотите сказать, что мы еще какого-то безумного человека там отравили, что ли? Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Существующая дипломатическая традиция – одна из самых устоявшихся. Мы привыкли, что в любой ситуации дипломат сохраняет принятый стиль и язык. Даже при объявлении войны, как нам рассказывали, когда Риббентроп передал ноту, Деканозов сохранял спокойствие и только вымолвил «Я сожалею». Этот образ высокой школы дипломатических отношений твердо вошел в сознание обывателя. Даже в идеологически выдержанных фильмах, таких как «ТАСС уполномочен заявить», дипломатов враждебной страны не показывали карикатурно. Это всегда была достойная фигура с красивой речью. Черту никогда не переходили. Совершенно новая ситуация сложилась с фейками на таком уровне, о котором мы даже не могли раньше предполагать, что это возможно, на уровне дипломатической риторики. Все находятся под впечатлением в последнее время публичного поведения представителя российского МИДа Марии Захаровой, например. Вот она недавно, просто буквально это было, все на это обратили внимание, она смело процитировала фейковое высказывание, взятое из интернета, которое там существует, так называемые в кавычках цитаты Бисмарка, над которыми много шутят в интернете. Вот, и даже существуют пародийные, как бы уже по поводу этих цитат, распространяемых в интернете, существуют и пародийные, даже уже такие тизеры на тему того, что Владимир Ильич Ленин говорил, что как много всего в интернете распространяется, чему верить нельзя. Это действительно заявление Бисмарка, значит, заявление Тэтчер, приписываемые Черчиллю высказывания, значит, все это в целом объединяется таким общим словом русофобия. Посмотрите, как много русофобских высказываний у выдающихся политиков Запада. Раньше в дипломатии, конечно, невозможно было себе представить на публичном уровне использование таких заявлений. В чем здесь новизна? Новизна не в том, что Захарова, не только в том, что Захарова это использует, а в том, что она делает это, зная, что это фейк. Она заранее рассчитывает на реакцию на эту фейковую аудиторию. Она как бы именно поэтому использует это. Получается какая-то такая сложная новизна в этом, потому что, ну да, если мы все можем воскликнуть, как бы, секундочку, но это же фейковое высказывание Черчилля или фейковое высказывание Тэтчера, это давно доказано, посмотрите в интернете. Она знает прекрасно, что она фейковая. Но она, тем не менее, его использует, зная, что какая-то часть аудитории, тоже зная, что это фейковое высказывание, тем не менее ее поддержит, считая, что надо бросать в лицо, значит, в лицо политическому оппоненту такие высказывания, даже если они являются фейками. Потому что это как бы работает, и это троллинг, как теперь говорят. То есть это троллинг с уровня политических сетей и как бы общения каких-то пенсионеров или каких-то троллей, которые притворяются пенсионерами. Он вдруг поднялся на уровень государственного диалога и начинает в нем действовать. Да, конечно, разумеется, МИДы других стран, ну, как бы пропускают это мимо ушей, игнорируют, сохраняя свой классический стиль, не считают возможным на это реагировать, но в некоторых случаях начинается и реагирование уже в последний год. То есть, как бы сказать, приходится делать какие-то замечания по этому поводу.
Таким образом, происходит какое-то проседание мирового дипломатического языка на тот же этаж, на котором находится фабрика Пригожина. Пропаганда, не только пропаганда. Господин Путин врет. У этого самого, у министра иностранных дел Лаврова, который очень быстро изменился. Там. У него сейчас, как сказал Булгаков, постоянного вранья, скошенные глаза. Вот. Я уже не говорю там о этих самых тетенек, типа Маши Захаровой. В последнее время мы слышим о бесконечных склоках на заседании ООН. Видим понижение уровня лексики в речах дипломатов. Мария Захарова опускается до цитирования липовых высказываний в подтверждении своих слов. Такой тон задал сам президент Владимир Путин, с легкостью переходящий на дворовую лексику. Началось все со знаменитого «мочить в сортире». Но так ли тут все просто? Свидетельствует ли это о низком уровне воспитания и образования высших руководителей? Возможно, да. Но, возможно, за этим стоит и другое. Введя в официальный оборот разговор по понятиям, Владимир Путин добивается смещения смыслов, и вся цивилизованная аргументированная риторика наталкивается на примитивную блатную философию. Надо сказать, что этот процесс, он парадоксальным образом связан с тем языком политическим, который олицетворяет собой Путин. Потому что, это уже многие уже отметили, это им все это понимают, что Путин в публичной риторике использует такой довольно сложно построенный язык, в котором два уровня, и он постоянно переходит с одного на другой. Для того, чтобы поддерживать такую, как бы сказать, выгодную себе интерпретацию мира, зачастую в каких-то элементах прямо ложную, ты сначала говоришь на языке, так сказать, таком, на официальном языке политики. Журналист может спросить, например, Путина в интервью, скажите, вот, например, подтверждение того, что Крым был аннексирован. Вы заявляли, как говорят журналисты Путину, сначала, что там нет никакого российского военного присутствия, а потом признали там наличие зеленых человечков. Он сначала начинает отвечать на уровне политической риторики и говорит, что неважно, что он говорит, там можно это подробно не описывать, известна структура его ответа. Он говорит, что мы, значит, там должны были поддержать наших людей, там была опасность, и сами посудите, там могло случиться то, что на Донбассе, и так далее, и так далее. Был проведен референдум, было волеизъявление. Посмотрите, вот, пожалуйста, ведь есть еще решение по Косово, и есть решение ООН о праве на самоопределение и так далее. Он выстраивает здесь такую логику. И вдруг внезапно он сразу опускается на другой язык, как бы бытовой. Как бы язык бытового диалога. Он говорит, что вдруг внезапно говорит, ну, знаете что, а вот, как будто бы ты переходишь с политического разговора на язык действительно братков каких-то, на язык какого-то такого корпоративного сленга, в котором сразу все события получают другое истолкование. И оправдание тем самым. То есть получается такая схема, при которой, если мы перейдем на этот нижний язык, то делается неважно, что мы сказали в этой официальной части, мы сразу даем понять, и Путин сразу дает понять, да неважно, что там в официальной части. А вот с точки зрения моей пацанской логики мы поступили правильно, и вы точно так же поступили бы, и все так поступают, и вообще не надо ко мне приставать. Хуже всего то, что это, во-первых, воспринимается обществом с одобрением, а во-вторых, это воспринимается обществом вот как некоторая высшая правда. Там вот, что да, эти самые там говорят правду, но они же лицемерят все. А вот мы такие лживые, но мы искренние. Но если нам сегодня скажут, что, не знаю, Путин восстановил Сирию и накормил всю систему ФСИН хлебами, гороховым супом, я не поверю. Это фейк-ньюс, потому что оно не
не дает мне толчка подумать о человеческой природе. Оно заставляет меня подумать над тем, кто украл деньги опять на восстановление Сирии и на то, что зэки опять будут голодными, и им никто не будет помогать осужденным, потому что как же все поверили, что Путин их накормил, у них все хорошо. И больше того, останутся недовольными, например, медсестры и учителя, которых Путин не накормил. И будет виноват в этом не Путин, а осужденные, которые забрали эти хлеба себе, а на самом деле нет. Во времена Советского Союза была введена поправка Джексона-Веника. Да? И все. И это было огромным делом в борьбе с социалистической идеей и советской государственностью. Да? Одна поправка Джексона-Веника, больше ничего, никаких санкций. А сейчас в секунду были приняты санкции. И эти санкции касаются не только, кстати, Украины и Крыма. Эти санкции касаются, есть и список Магнитского. Да, это то, что касается нарушений прав человека. То есть сейчас отпор политики нынешней Владимира Путина значительно более серьезный, чем в свое время был отпор социалистической идеи товарища Брежнева. История с отравлением Скрипалей открыла еще одну грань официальной риторики Кремля. Двусмысленные высказывания Путина о том, кто заинтересован в отравлении Скрипаля, многочисленные фейковые теории, возможно, призваны не только замести следы, а может быть, в первую очередь создать ощущение неадекватности, дестабилизировать ситуацию и создать атмосферу страха. Так, фейк и троллинг становится одним из новых инструментов, освоенных российской дипломатией и российским руководством. Может, на самом деле она кого-то не отравляла, кого-то не усыпляла и так далее, но все, уже существует презумпция виновности. Вот если какая-то гадость происходит и похоже, как бы, что это может быть Россия, значит, это Россия. Вот. Это не очень справедливо с одной стороны, но абсолютно как бы заслуженно и понятно с другой стороны, потому что Путин и его сатрапы сделали максимум для того, чтобы такую репутацию в последние годы заработать. Ну вот, и поскольку Запад нас разлюбил, то, естественно, русские люди не могут не ответить ему тем же. Вот, им тоже обидно, они чувствуют несправедливость, они чувствуют плохое к себе отношение. Я думаю, что, кстати, именно из-за этого такие были поразительные данные по голосованию за Путина за границей. Потому что если в России Путин собрал 76% голосов, то за границей за Путина проголосовало 85% голосовавших россиян. Я прекрасно понимаю, почему. Потому что, живя там, скажем, хоть в Праге, хоть в Лондоне, хоть в Таллине, русские люди чувствуют, что отношение к ним стало такое довольно зябкое. И поскольку стало оно такое зябкое, хочется им, значит, под крылышко к кому-то, кто защитит, кто не даст в обиду и так далее. А кто это может быть? Ксения Собчак, что ли? Нет, естественно, нет. Это Путин, который там могучий, которого все боятся, и который, значит, такой альфа-самец, мачо-мужик. Они же подменяют понятия постоянно, да? Вот, говорят там, мы как-то спросили в Москве, на улицах Москвы, ощущаете ли вы западные санкции? И все ответили, да, сыра нет. И наш корреспондент, как попугай, извините, ходил и говорил, да, но сыра нет, это санкции Кремля, а не западные. А вот западные вы ощущаете? Да, сыра нет. И да, вот это подмена понятий. Да, тут приблизительно то же самое с подменой понятия, что США ввели антироссийские санкции. Вот это абсолютно коронное словосочетание на российском телевидении. США ввели антироссийские санкции. Что в них антироссийского? Что антироссийского в санкциях против Дерипаски? Лично. Я думаю, что ничего.
Да, вот, но кремлевское окружение, значит, Кремль и пропаганда ассоциируют со всей Россией. И в результате возникает представление, что да, действительно, США против России, против всех нас, россиян, и против всего нашего. А на самом деле это 8 компаний, 16 человек, наиболее близких. Но это не разжевывается, это не показывается, это здесь подмер. Очень характерный же пример. Вот у нас после 2014 года в российских Рамблер, Яндекс, значит, как бы куча сетевых изданий. Вот Меркель выступает, например, канцлер Германии, и говорит, что, как обычно, нет риторика, она говорит, что Россия, так сказать, находится под санкциями, это очень важно, мы ждем, мы хотим, значит, чтобы это все прекратилось, конечно, безусловно, и, конечно, мы хотели бы, чтобы в результате, когда все Минские соглашения будут выполнены, значит, санкции были прекращены. В РИА Новостях появляется сразу заголовок: Меркель выступает за отмену санкций. И все это несется, значит, по социальным медиа. Внутри там не важно. Внутри, может быть, даже адекватно пересказывают ее реальное выступление, где она не выступала ни за какую отмену санкций. Наоборот, она подтвердила, что санкции сохранятся. И сделать с этим, значит, но это же влияет на сознание миллионов, которые это читают. Они приходят каждый день на работу, включают свой Mail.ru и видят там этот заголовок. Да. Как правило, они уже не читают внутри текста. Больше того, эти люди, они же не являются специалистами по мировой политике, значит, в массе своей. Они не знают, что там, каков вообще язык этой Меркель и вообще язык европейской политики. И таким образом весь поток, вся мировая картина мира накрывается этими заголовками. Человек превращается в такой ситуации в какой-то такой новый феномен по сравнению с тем, что это было. Вот мы не можем посмотреть на это, в этом проблема, просто моралистически, да, с точки зрения морали или этики, сказать, ай-яй-яй, так нехорошо, потому что даже если мы скажем ай-яй, нехорошо, это не изменит возникшей этой глобальной системы убыстрения информации, ее фрагментации, дробления, ее борьбы за конкретные сегменты аудитории. Да. И налагается два процесса. Вот эта вот злокозненность определенных политических сил, которые целенаправленно ставят себе задачу использовать такое туннельное мышление, значит, троллить, действительно сознательно совершенно вбрасывать дезинформацию, то есть фейк-ньюс, и дальше ее непрерывно поддерживать, прокачивать ее, да, расшаривать, прокачивать ее. Их намерение и естественный процесс какой-то цивилизационный, связанный с развитием медиатехнологий. И, к сожалению, во многом успех Путина он и достигнут за счет того, что Путин, он популист, он стопроцентный популист. Вот, при том, что он начисто лишен харизматики и так далее. Обычно, если говорят о популистах, то имеется в виду, значит, такие яркие такие персонажи, типа Жириновского, условно говоря. У Путина этого нет, но при этом он постоянно подлаживается под какие-то мании, фобии, комплексы, главное, русского народа. Все время живем по лжи. Поэтому и легче манипулировать. Господин Киселев врет, так что там у него пар идет из всех отверстий. Серия сюжетов про то, как в пригородах Берлина насилуют европейских девочек бесконечные сирийские беженцы, арабские мигранты и так далее, и так далее. И история про русскую девочку Лизу, которую якобы какой-то араб изнасиловал, пришла домой, рассказала об этом. Серия сюжетов на Первом канале на Россия 1, митинг в русском районе Берлина с требованием наказать виновных, и потом все-таки признание этой девочки, что она все придумала. Ну, бог с ним, придумала и не придумала. Но люди, которые делали эти сюжеты, люди, которые клепали вот эти вот несуществующие, эксперты, которые давали несуществующие комментарии, врали. Потому что да, действительно, здесь наплыв. Эти люди, они же потом даже не извинились. Люди, которые читали эти новости, они о признании этой девочки ничего не узнали, они просто посмотрели этот сюжет. И они его сохранили в собственном сознании и продолжили жить в вере.
И когда эта девочка Лиза вот вырастает до мировой проблемы, ну, то есть дело же не в том, что там был эпизод с этой девочкой Лизой, и что можно его опровергнуть, а в том, что одновременно начинают работать машины троллинга вокруг этой истории. Одновременно начинается подхват этой истории какими-то институциональными организациями, например, российскими. МИД начинает выступать, тут еще какие-то, значит, депутаты начинают говорить и так далее, и так далее. И коварным образом к этому начинают подшиваться дополнительные вещи, потому что дело не в конкретной фейк-новости, а в том, что вы можете выстроить фрейм, который в сознании пользователя, который находится уже в информационном таком пузыре, там все будет подцепляться. То есть, что такое фрейм? Фрейм – это когда мы говорим «бандеровцы». Ну, в отношении, то есть, как бы в Киеве у власти бандеровцы. Если сознание медиапотребителя это уже признало, то тогда тебе не обязательно подцеплять под этот фрейм заведомо ложные новости. Ты можешь просто выбирать какие-то фрагменты. Ну, то есть ты там, слегка искажая реальную суть события. И никто не скажет, что фейк. Что это значит? Ну, допустим, там, рассматривается ли в Украинской Раде какой-то закон о языке? Рассматривается. Ну, может быть, он не будет принят. Но мы сразу выделим момент, что он носит заведомо дискриминационный характер, значит, как бы, ну и так далее. Или там, вы видели, что там во Львове, там, не знаю, прошел какой-то вечер памяти какого-то украинского борца за освобождение. Это можно сразу подцеплять. Хотя событие ничтожное, возможно, незаметное в повестке дня страны. Это делается не только в отношении, скажем, Украины, но это делается же, мы видим, по отношению ко всему. Можно взять Германию, а сейчас затевается целый новый троллинговый проект в отношении США. Давайте возьмем политику США, скажем, что она, ну или, допустим, более точный пример, это дальше будет, но вот существует такая путинская кремлевская установка. Давайте будем говорить, что каждое правительство Европы полностью не самостоятельно и утратило суверенитет. Оно не принимает решения, оно полностью зависит или от Брюсселя, то есть от руководства Евросоюза, или от США. Поэтому мы даже с ними разговаривать не будем, потому что они, вообще говоря, не самостоятельны, а подчиняются международным организациям. Если мы этот фрейм берем, то под него просто можно каждый день подцеплять новости. Ну вот, допустим, голландское правительство там не хотело, но пришлось принять решение Евросоюза о том, что помидоры будут другого размера. Вот чехи не хотели бросать курить, но все-таки как бы под давлением Брюсселя и единой нормы принимают через 3 года решение бросить. Значит, вот кто-то из польских депутатов высказался негативно о России. Это потому, что поляки ориентируются на Америку. Давайте напишем, например, в газете, что сами поляки вообще хорошие, нас любят, мы с ними связаны многими добрыми отношениями, а устами этого политика говорит не самостоятельная позиция, а просто он поет с голоса, там, не знаю, Вашингтона или выполняет какое-то требование враждебного Брюсселя. Это и есть фрейм. С ним... Это фрейм, и это семантическая война. Она ведется как против собственного населения, так и теперь развернулась как бы сюда. Конечно, надо сказать, что в пользу Европы и США говорит просто такое массовое ментальное здоровье, которое здесь существует. Люди, в общем, остаются в пределах такой рациональности.